Перед началом нашего фильма я хотел бы сказать, что наш интерес к Казахстану появился благодаря Димашу. В 2017 году он ворвался на самый лучший, самый популярный конкурс в Китае, где поют суперзвезды китайской поп-музыки. Он поразил всех своим феноменальным голосом, покорил сотни миллионов зрителей и привлек к себе внимание всей планеты. В числе землян, которые были поражены его неземным талантом, был и я. И сегодня я так же, как и в 2017 году, каждый раз удивляюсь, делаю открытия о людях из Казахстана, которые так же, как Димаш, каждый в своей сфере являются настоящими феноменами. Поэтому рад представить наш сегодняшний фильм о феномене казахов. Приятного просмотра! Привет, друзья! Сегодня мой фильм будет очень интересным. Я расскажу в нем об уникальных людях. Это настоящие феномены из Казахстана. Поэтому вы можете сразу поставить лайк и отметиться в комментариях. Тогда, возможно, Гуглу понравится ваша активность, и он будет предлагать этот фильм другим людям. А это же круто, не так ли? Герои нашего сегодняшнего фильма – это настоящие чемпионы, которые не только смогли побороть себя, но и своим примером показывают молодому поколению правильный путь, заряжают энергией и мотивируют огромное количество последователей по всему миру. Мне кажется, что для очень многих эти люди являются примером. Причем не только для спортсменов. Когда я готовился и изучал материалы о сегодняшних героях, то с каждой новой страницей я поражался той энергией, тем упорством, невероятной силой воли, с которой эти удивительные люди стремились и добивались своих целей. Мне было очень важно понять, и в том числе для себя самого, как находить энергию и силы, как перебороть себя. И я надеюсь, что к концу нашего фильма, на примере опыта феноменальных чемпионов, у нас с вами будет шанс разобраться, а возможно и немного изменить жизнь к лучшему. Наши фильмы о феномене казахов собирают огромное количество просмотров, и невероятный интерес зрителя также выражается в комментариях. Например, были и комментарии с просьбой рассказать о феноменальном марафонце из Экибастуза. Казахстанский марафонец Марат Толегенович Жиланбаев – это настоящий феномен. Он семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса. За 7 дней марафонского бега он взобрался на Эльбрус, самую высокую вершину в Европе. Причем сделал это буквально в одних трусах и майке. Он бежал на Эльбрус впервые в жизни и умудрился занять 2-е место. Марат Толегенович является единственным человеком планеты, в одиночку пробежавшим крупнейшие пустыни. В начале 90-х годов 20 века он покорил пустыню Каракум, пустыню Сахару, пустыню Большая Виктория и пустыню Неваду. Кроме того, он установил 7 рекордов Гиннесса и в общей сложности пробежал 4 раза вокруг Земли. Благодаря друзьям из Казахстана мне посчастливилось познакомиться с этим удивительным человеком. Добрый день. Добрый день. Большой вам привет из Петербурга. Буду делать фильм о феномене казахов и очень хочу, чтобы вы поделились, ответили на несколько вопросов, поделились тоже вашим мнением. Если я правильно понимаю, вы уже 4 раза вокруг Земли обошли, если по дистанции смотреть. Ну, это за 5,5 лет где-то было вот так. Это с 90 по 95 год. Да, тогда я был монстр. А раньше я себя не жалел. Я вставал 3:50, всегда вставал 3:50, ложился всегда в 10. Что тяжелее? Недостаток жидкости, недостаток, может, питания или там усталость, или недостаток общения, то есть отсутствие людей? Да нет, к одиночеству привыкаешь. Поэтому я не такой, что как одиночка, там, псих. Да, тяжело одному, и когда ты ведешь народ, ты радуешься. Речь слышал, уже радуешься. Но это не тяготит. Потому что ты поставил цель какую-то, ты должен пройти один. Все. Чтобы себя заставить бегать, тебе нужна мотивация. Мотивация поставить рекорд. Тебе нужно обрезать мосты. Обрезать мосты – это когда ты сказал, я это сделаю. 7 января я побегу там, с Экибастуза
в Алмату. Это больше, чем с Астаны в Алмату. И когда я сказал, я думаю, это уже почти обрезано. Но когда я пошел в типографию, заказал сам на свои деньги плакаты, ну, афишки, и развесил сам по городу, ну, и друзья развешивали. Это уже все, я обрезал мосты, я же не хотел болтануть здесь, там, все. И это тебя подстегивает. И когда бежишь, да, тяжело, но когда закончится, ты радуйся, что ты это сделал. И во время бега ты понимаешь, какие возможности у тебя. И когда я стал уже сильный, я подумал, а давай я побегу туда, а давай я это сделаю, а давай я в пустыне побегу. Это все влияет. Когда ты достигаешь высот, уже меньше барьеров. Когда ты барьеры рушишь, в итоге ты становишься сильнее. Но здесь и есть и маленькие дети. Так, улыбаемся, не догоняя меня. Вот на камеру попадаю. В карьере Марата Жиланбаева есть много интересных моментов. И, конечно, к огромному сожалению, в рамках нашей сегодняшней передачи невозможно уместить всю историю удивительного человека. Я даже поймал себя на мысли, что я бы с огромным удовольствием посмотрел бы художественный фильм о жизни Марата Толегеновича. История его жизни – это готовый сценарий к голливудскому блокбастеру. Кстати, хочу сказать еще, что если действительно будет снята экранизация по биографии Марата Толегеновича, то обязательно нужно будет показать и город, откуда он родом. Это Экибастуз. Это небольшой город на западе Павлодарской области, но он известен самым крупным угольным разрезом. Это невероятный по своим размерам Богатырь. Это одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытым способом. Его размеры поражают. Кстати, в 1985 году разрез был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, так же, как и еще одна достопримечательность Экибастуза – железобетонная дымовая труба Экибастузской ГРЭС-2. Ее высота 420 метров, это почти полкилометра, а суммарная масса трубы 60 тысяч тонн. Кстати, вроде бы как получение Экибастузской трубы звания самой высокой трубы в мире – это тоже заслуга Марата Жиланбаева. Сейчас Марат Толегенович ведет активный образ жизни, у него огромное количество последователей и учеников. Он также продолжает бегать и учить бегу других. И его энергичность, сила его духа не утихает, а выглядит он так же, как в молодости. Как будто бы время для него остановилось. А это, кажется, самая лучшая реклама его образу жизни. Вы уже столько добились. Дальше у вас... какую ставите дальше цель? Или, может, мечта какая-то есть, что хотите сделать? Может, в космос полететь? Может, рисовать? Хотите вернуться к рисованию? Есть какие-то цели, есть задачи. Про некоторые неохота говорить, некоторые нельзя говорить. Я понял. Но это чтобы сбылось, да? Это я понимаю. Да. Я вот что задумываю, у меня процентов 40 сбывается. Все равно 60 не сбывается. И иногда обернусь и думаешь, не доработал. Кстати, друзья, вы же знаете, что музыка занимает не последнее место в нашей жизни, и нас в том числе очень сильно интересует и современная музыка, и я не мог не спросить у Марата Толегеновича о его пристрастиях в музыке. А вот так в жизни, может, какую-то музыку слушаете? Клубную, наверное. Кто может может быть, Иманбек? Ну, конечно, свои, тем более. Вообще красавчик. Но у него талант, во-первых, талант. У него есть еще удача и счастливчик, то, что в таком возрасте добиться. И, я горд. Я никогда в жизни никому не завидовал. Если человек чего-то добился, я радуюсь. Как вы, друзья, наверное, уже поняли, Марат Толегенович очень интересный человек, а его жизнь – это калейдоскоп удивительных и невероятных событий. И я думаю, что, наверное, мы обязаны сделать отдельный фильм о Марате Жиланбаеве. Еще один город, о котором я хочу сегодня рассказать, это город Шардара в Туркестанской области. Недавно мы делали фильм о Туркестане, и в комментариях меня попросили обратить внимание на секцию армрестлинга из Шардары. И я уверен, что сейчас вы так же, как и я, будете удивлены, узная о том, что, вероятно, на сегодняшний день это лучшее место в мире для подготовки армрестлеров.
Армрестлинг – это вид борьбы на руках между двумя участниками. Во время матча одноименные руки соревнующихся ставятся на твердую ровную поверхность, а ладони сцепляются в замок. Задачей рукоборца является положить руку соперника на поверхность стола. Несмотря на то, что этот вид спорта не является олимпийским, борьба на руках, тем не менее, популярна в самых разных частях света. Давайте вернемся в Шардару, в небольшой город с населением 30 тысяч человек. И именно здесь находятся кузницы чемпионов мира по армрестлингу. Причем популярность и известность к Шардаре Армспорт пришла благодаря видео, в котором казахский спортсмен, улыбаясь, укладывает руки 37 соперников без перерыва. Дос болып жарытпайды ау күні үшін, алдыңда бәйек болып жорғалап. Герой этого видео, скромный, улыбчивый юноша Кадыргали Онгарбаев, это 26-летний казахстанский армрестлер, неоднократный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов, трехкратный чемпион Азии, многократный чемпион Казахстана, золотой призер золотого тура до 95 килограмм и серебряный призер абсолютной категории, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по армрестлингу и участник престижного турнира ТОП-8. Оказывается, Кадыргали настоящий герой Шардары. При этом, как человек, он простой, скромный и добрый. В интернете можно найти видео с его тренировками, и я могу сказать, что Кадыргали настоящий зверь. И, кстати, то, что армрестлинг стал массовым спортом, в том числе и его заслуга. Он тренируется в том же зале, куда ежедневно приходят простые мальчишки и девчонки. Этот богатырь на своем примере показывает, какое должно быть отношение к спорту, как нужно работать над собой и совершенствовать свои сильные стороны на пути к успеху. Димка, ну ты чё? Красавчик, дай 5. Кстати, Кадыргали можно увидеть не только в зале. Также он играет в игру Кокпар, или, как раньше ее называли, игра волков. Это настоящее регби на конях. Всадники делятся на две команды по 14 человек и выходят на поле по 4 игрока с каждой стороны, постепенно делая замены. Вес тушки козла 40 килограмм. А ведь надо еще управлять лошадью и не слететь с нее. Поэтому игрокам просто необходимо обладать невероятной силой и выносливостью. Я точно не знаю, что конкретно из всех тренировок закаляет тело, а что дух Кадыргали. Ведь игра в Кокпар и ежедневная рутинная работа в зале – это очень тяжело. Нужно в первую очередь победить самого себя. Человеческая природа, к сожалению, постоянно ищет оправдания для лени и всевозможные способы избежать стресса, который провоцирует физические нагрузки. Но при этом в жизни движение и спорт человеку просто необходимы для выживания. В любом возрасте и состоянии нельзя забывать о том, что мы были созданы для движения. И прекрасный пример победы над всеми оправданиями – это великолепная футбольная команда из Алматы. Это команда, которая на протяжении 30 лет собирает на футбольном поле прекрасных леди. Кстати, на сегодняшний день возраст некоторых из них перешагнул отметку в 70 лет. И при этом они все равно входят в азарт, страстно забивают голы и радуются победе, а иногда в пылу борьбы совсем забывают о возрасте и буквально летают по полю. А пашки в принципе ведут активный и яркий образ жизни и не жалуются ни на недостаток времени, ни на другие трудности. Мне удалось познакомиться с капитаном этой команды Кулюмхан, и она с большим удовольствием прокомментировала выступление своей команды. Почти все бабушки до сегодняшнего дня работают. Кто-то преподает журналистику в университете, кто-то возглавляет совет ветеранов уже много лет и заботится о стариках. 73 года самый старший, недавно закончивший курсы немецкого языка для самообразования. Плюс ко всему, буквально 2 недели назад ставший победителем тотального диктанта. Еще одна опашка в 67 лет окончила курсы актерского мастерства, о чем мечтала всю жизнь, хотя проработала медиком и объездила все континенты планеты. 2 бабушки просто работают бухгалтерами, 1 фермерша, 2 занимаются бизнесом. В общем, жизнь кипит. Слушаем любимого Димаша, гоняя мяч и воспитываем внуков. Да уж, действительно, футбол – это такая игра, которая объединяет людей. И у футбольного мяча есть какие-то магические свойства. Недаром каждый чемпионат мира – это большой праздник, который объединяет миллионы людей по всему миру, как на поле, так и за его пределами. Секрет молодости – это мы. Мы стильные, красивые, а какие умные, талантливые. Каждая из нас звезда, но не звезданутая. Мы команда, мы любим и восхищаемся друг другом.
каждый выход на поле – это настоящее таинство энергии и красоты. Вот так подводит итог еще одна участница этой великолепной футбольной команды. А вообще, желание и энтузиазм – это главное для человека в жизни. Спорт и победы над самим собой заряжают энергией для следующих и следующих побед. В любом возрасте сила духа помогает каждый раз самому себе показывать свою же силу воли. Важнее всего в этой жизни – это быть честным перед самим собой. Не искать оправдания, а идти к своей цели и к своей мечте. Феномен казахов в том, что они растут в условиях конкуренции. Все хотят быть лучшими в своей сфере. И благодаря чему с самых малых лет, с самого детства спортсмены, музыканты, бизнесмены, ученые пытаются стать лучше день ото дня. И благодаря этому появляется то самое необходимое упорство и трудолюбие, которое необходимо для достижения высоких результатов. И это позволяет казахстанцам пробиваться через любые трудности, искать возможности, а не оправдания. Многие всего добиваются без спонсоров, без поддержки, не имея условий для тренировки, не имея финансирования. Люди бьются за свою мечту и идут вперед. И таких примеров множество, как в спорте, так и в любой другой области. Например, недавно нам прислали такой комментарий. Особое внимание прошу уделить детской команде по тайскому боксу. Неоднократные чемпионы мира. Команда также не поддерживается ни администрацией города, ни Министерством спорта. Все за свой счет. Но выступает под флагом страны. Каждый чемпионат мира берет призовые места. Или также, например, Иманбек из Аксу. Есть скриптонит, который сделал себя сам. И, конечно же, история героев, про которых мы сегодня говорили в фильме. Друзья, нет ничего невозможного. Как говорится, для человека нет преград, кроме тех, которые он сам установил у себя в голове. И главная победа в жизни – это свобода от этих барьеров, в которых находится дух и разум человека. И, наверное, в этом и заключается феномен казахов.